Друзья, всем привет из Сальвадора! Всем большой привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы находимся в столице Сальвадора, в городе Сан-Сальвадор. И сегодня мы немного прогуляемся по его центру. С озера Куатепек мы отправились в Санта-Ану, чтобы сесть на автобус до Сан-Сальвадора. И находимся сейчас в этом городе. Поездка обошлась нам совершенно недорого. С озера Куатепек мы вызвали такси до Санта-Аны, это было $7. И потом за $3 за двоих мы на автобусе доехали до Сан-Сальвадора. В Сан-Сальвадоре мы решили остановиться в комфортном месте, которое называется Гранд Вулкан, хостел и ресторан. Проходим внутрь. Я специально оставила дверь открытой, потому что приходится постоянно обращаться на ресепшн, чтобы открыли дверь. Встречает зеленая территория, где растут подсолнухи, пальмы, алоэ. Хостел находится в двухэтажном здании. Сейчас мы проходим на ресепшн. Здесь комфортные диванчики, где можно посидеть, отдохнуть. На ресепшене быстро помогают со всеми вопросами и регистрируют в номер. Наша регистрация заняла буквально 5 минут. Нам дали ключи, проводили в номер и помогли донести вещи. В Сан-Сальвадоре жаркая погода, поэтому не зря здесь сделали бассейн. Сейчас я подойду поближе и покажу его вам. Зеленая терраса, где растут бананы. Смотрите, какая огромная связка бананчиков. Сейчас бы сорвать и съесть. Жаль, они не спелые еще. Бассейн есть как для деток, так и для взрослых. Более глубокий. При желании можно искупаться. Наш номер находится на 2-м этаже. Можно подняться и пройти снова через ресепшн, либо вот по этой лестнице, где бассейн. Местные жители нам рассказали, что самый популярный фрукт, который произрастает в Сан-Сальвадоре и вообще в стране Сальвадор, это манго. Видите, даже в отеле есть дерево с этими фруктами. Поднимемся на 2-й этаж. Там находится наша комната. И хочу еще показать зоны отдыха, которые также находятся на 2-м этаже. Сейчас я поднялась на террасу. Здесь как раз открывается вид на манговое дерево. Даже можно сорвать эти фрукты, были бы они спелые. Также видим, что в саду растут и апельсины, и папайя вон виднеется, перчик, бананчики. Интересно, вот там вдалеке дерево, там тоже очень много манго, но они совершенно другого цвета, они сейчас фиолетового цвета. Возможно, когда они поспеют, снова изменит свой цвет. Проходим снова внутрь отеля. Здесь тоже есть зона отдыха с диванчиками, где можно расположиться, почитать книжку, посидеть в интернете, который здесь хорошо работает. Еще одна терраса. Здесь открывается уже вид не на сад с бассейном, а на город. На нашу улицу. Осталось показать нашу комнату. Добро пожаловать в наши апартаменты. Наши апартаменты? Да. У нас есть большая двухспальная кровать. Помимо этого есть еще двухъярусная кровать. Видимо, для тех, кто путешествует с детьми. Главное правило этой комнаты. Поближе, пожалуйста. Здесь нельзя курить, нельзя распивать спиртные напитки и, самое главное, нельзя здесь находиться с оружием. Как-то мы всегда путешествуем здесь с оружием, поэтому будьте аккуратны. Также в нашей просторной светлой комнате есть письменный стол, где можно поработать, удобный стул. Конечно же, здесь присутствует лучший друг Кирилла, это кондиционер, великолепно работающий и охлаждающий эту комнату, телевизор. За всю поездку мы ни разу не воспользовались так телевизором, но в этой комнате он есть. Еще что очень хорошо, то что здесь действительно много окон и попадает много света. Я на самом деле очень люблю светлые комнаты и просыпаться под лучи солнца. Когда мы прошли в душевую комнату, мы немножко удивились, потому что не ожидали, что она будет такой просторной. Во-первых, здесь есть гардеробная, шкаф для того, чтобы расположить все вещи, и пространство, куда мы поместили все свои рюкзаки, чемодан. Ну и душевая комната, зеркало, раковина, естественно, унитаз и
сама душевая. Душ, холодная, горячая вода. Также есть еще шампунь и кондиционер. Сейчас на такси мы добрались до центра Сан-Сальвадора. Правда, таксист Uber нас высадил немножко поодаль. Пришлось 500 метров еще пройти пешком. А у нас каждая минута на счету, потому что у нас всего лишь есть пару часов на осмотр столицы Сальвадора. Что мы знаем о городе Сан-Сальвадор? Помимо того, что это столица, мы знаем, что здесь проживает порядка 2,5 миллионов человек. И до недавнего прошлого этот город был одним из самых опасных в мире. И в самом центре города располагается самая необычная церковь в Сальвадоре. Она скорее похожа на ангар и выполнена из бетона. Церковь Эль-Росарио, помимо здания необычной формы, также еще уникальна своими цветными витражами в виде радуги. В свое время эту церковь даже не хотели светить, но потом как-то удалось уговорить Папу Римского. Еще интересный факт, что вход в эту церковь также платный – $2 с человека. Я очень удивлена, потому что подобную церковь я уже видела в Рио-де-Жанейро. Очень похожая архитектура, и тоже слева и справа там цветные витражи были. Постараюсь найти фотографии, и сюда мы вам их приложим. Рядом с церковью находится площадь Свободы, мы сейчас до нее дошли. Здесь очень много местных жителей, которые отдыхают. Тем более сегодня пятница, закончилась рабочая неделя. Эта площадь примечательна тем, что здесь находится монумент Архангела. Посмотрите, сколько здесь отдыхающих. Приносят с собой напитки, приносят с собой что-то перекусить и отдыхают в пятничный вечер. Смотрите, как красиво открывается монумент на фоне всех холмов. Но обстановка здесь не найти даже свободного местечка, чтобы присесть. Но хочется отметить, что все местные жители, несмотря на то, что они здесь попивают какие-то свои напитки и веселятся, они очень дружелюбны, даже махают в камеру рукой, типа «Hello, привет, рада туристам». Еще прошли буквально 200 метров и дошли до площади, которая называется Марасан. Названа она так в честь национального героя. Отсюда открывается красивый вид на театр и на кафедральный собор. Прогуливаясь по историческому центру Сан-Сальвадора, зашли в мою любимую кофейню Starbucks, взяли кофеечек. А сейчас находимся у монумента капитана Херардо Баррио. Здесь же на площади еще находится Национальная библиотека, дворец, собор, красивые буквы. В общем, есть на что посмотреть. Очень необычная архитектура у этой библиотеки. Государство хотело поднять уровень образования у местных жителей, поэтому открыли эту библиотеку, и для местных жителей она абсолютно бесплатна. В Национальном дворце сейчас находится музей, в котором можно узнать больше об истории Сальвадора и этого здания. Проходит экскурсия каждые 15 минут, но только на испанском языке. Вход для иностранцев $5.
подошли к главному туристическому зданию, любимому зданию местных жителей. Это Кафедральный собор или собор Святейшего Спасителя. Был отреконструирован в 1999 году. Сейчас пройдем внутрь и посмотрим его. Собор настолько знаменит, что его посещал даже Барак Обама в 2011 году. Зашли буквально на пару минут внутрь собора, полюбоваться его убранством. Там сейчас внутри идет служба, поэтому надолго задерживаться не стали. Ну и, конечно же, одна из главных площадей города не могла обойтись без букв с названием страны Эль-Сальвадор. Знаете, с одной стороны здесь красивая архитектура, интересные здания, где можно прогуляться, что-то посмотреть. Но с другой стороны, все-таки еще присутствуют попрошайки, которые подходят практически каждые 5 минут, либо хотят продать товар какой-нибудь ненужный, либо просто просят у вас деньги. Но при этом хочу отметить, что здесь присутствует охрана, поэтому туристы себя чувствуют здесь в безопасности. Примерно 5:30 начинает уже темнеть, поэтому мы завершаем свой непродолжительный выпуск из столицы Сальвадора. А сейчас сами отправляемся на ужин, который покажем вам в YouTube Shorts. Переходите в этот раздел и смотрите ролики о ресторанах. Ну а этому выпуску не забудьте поставить свои лайки. Пишите комментарии и всем до новых встреч уже в новой стране. Всем пока, ребята!